Добрый вечер, друзья! Продолжаем нашу рубрику, которая зародилась вчера под названием «Притчи на ночь». И прежде чем я озвучу свою трактовку, как я понимаю притчу про слона и 6 слепых мудрецов, я хочу с вами разделить одно достижение, которое без вас бы просто не состоялось. Количество просмотров на моем канале за эти 2,5 месяца перевалило за цифру 1 миллион. То есть вот такой вот промежуточный такой успех, который случился, конечно же, благодаря вам, и по-другому бы это бы не произошло. Поэтому я вас поздравляю, ребята. За 2,5 месяца мы с вами набрали более миллиона просмотров моих видео про Димаша и не только. Ну что, давайте приступим к притче, которую вчера я вам рассказал. Если кто-то не посмотрел, самое время сейчас нажать на паузу, и вот я ссылочку вот здесь вот закреплю. Вчера была притча про 6 мудрецов, про 6 слепых мудрецов и слона. Как они изучали слона и как они потом доказывали каждый свою правду. Вы написали интересные комментарии. Было множество разных трактовок, разные видения. И я сейчас поделюсь своим видением. Первое, что мне бросилось в глаза, когда я читал ваши комментарии, это то, что были такие мнения, что да какие же они мудрецы. Ну, они не мудрецы, а какие-то глупцы. Ну, во-первых, они не догадались изучить всего слона. Во-вторых, они зачем-то спорили друг с другом, хотя могли там дополнить друг друга. И они вовсе не мудрецы. То есть вот такой вот вывод присутствовал в ваших разборах. И с одной стороны, когда мы смотрим на эту притчу, и когда мы смотрим ее со стороны, нам действительно кажется, ну что здесь сложного изучить слона и прислушиваться к мнению каждому, или чтобы кто-то из мудрецов пошел дальше, не остановился на достигнутом, а пошел дальше и изучил всего слона. Или, например, была очень хорошая версия, что надо было найти глупца, но зрячего, который бы описал слона целиком. И мудрецы смогли бы сложить свои пазлы в единую картину. Но они этого не сделали, и они спорили до конца своих дней. Вот мне, первое, что мне, какая ассоциация пришла в голову по поводу этой притчи, что 6 мудрецов – это 6 мировых религий, которая каждая отстаивает свою правду, которая каждая отстаивает свою истину, свою точку зрения. И этот спор продолжается уже тысячелетия. Разве не похоже? По-моему, очень похоже. И с одной стороны, что может быть простого? Ведь действительно каждый может говорить правду, что никто же не врет, каждый говорит правду, и поэтому надо просто прислушаться к каждому и взять вот этот пазл и объединить в единую картину. Взять самое главное от каждого и собрать единую картину. Но мы этого до сих пор не делаем. Второй вывод, который я сделал, что не надо сразу бросаться в спор. Не надо сразу пытаться доказывать свою правду, потому что может так получиться, что правда у всех своя. И ведь на самом деле никто же из мудрецов не обманывал другого. Он действительно говорил правду. Ту часть правды, ту правду, которую он выяснил, когда ощупывал этого слона. И здесь действительно очень жаль, что из этих 6 мудрецов не нашелся самый умный, который бы смог перестать спорить и собрать знания от каждого мудреца и нарисовать общую картину слона. К сожалению, они этого сделать не смогли. Интересно, когда мы сможем сложить эту картину, когда мы сможем эти пазлы собрать воедино и в итоге получить общую картину мира. Пока мы спорим, как слепые мудрецы. В общем, много интересного можно из этой притчи достать. Я думаю, что я еще покопаюсь с ней, наверняка что-то будет открываться. Поэтому
Конечно же, спорить не надо. И эта фраза, что в споре рождается истина, ну, скорее всего, нет. Поэтому нам надо прислушиваться друг к другу, ведь действительно каждый из нас может говорить правду. И нам надо уметь собирать эту правду по крупицам, чтобы у нас в итоге получилась истина, когда мы соберем все эти знания воедино, и тогда мы увидим картину этого мира целиком. Ведь в данном случае слон олицетворяет этот мир, то, как мы его изучаем. И второй вывод, который можно сделать, что нельзя останавливаться на достигнутом. Ну да, вот я нащупал ногу слона, да, я ее уже могу описать, да, я уже говорю, что она похожа на дерево, и я на этом остановился. Я продолжаю отстаивать эту точку зрения. Но останавливаться не надо, надо развиваться, надо изучать этого слона дальше. И никто же не мешал мудрецу дальше его исследовать. Нет, он посчитал, что вот этих знаний ему достаточно, чтобы уже начать доказывать свою позицию другим. В общем, интересная притча, многослойная, поэтому по-прежнему можете писать свои мнения по поводу нее. Ну и давайте я вам расскажу сегодня новую притчу на ночь. Если притча про слона и слепых мудрецов была древнеиндийская, то сейчас я вам расскажу японскую притчу. Притча называется «Чайный мастер и самурай». Итак, древняя Япония, феодальная Япония, времена самураев. Жил-был господин самурай. У него было свое поместье, свое село, он был очень влиятельный, зажиточный. И он нанял себе на службу чайного мастера, очень хорошего чайного мастера. А в Японии, как и в Китае, чайная церемония, распитие чая возведено в искусство. То есть для них это целый ритуал, это целая церемония приготовки чая, как они готовятся к этому, как они его потом распивают. И были, и до сих пор есть специальные обученные мастера, которые всю жизнь посвящают себя искусству чайной церемонии. И это на самом деле высочайшее искусство. И вот он нанял себе такого чайного мастера и был под большим впечатлением от его работы, от того, как он делает чайную церемонию. И вот однажды решил он поехать в гости к своему товарищу, другу, который живет в другом селении, такому же влиятельному самураю. И очень ему захотелось похвастаться перед своим товарищем, этим чайным мастером, чтобы тот продемонстрировал все высочайшее мастерство чайной церемонии. И взял он с собой свиту, взял он с собой самураев, которые были у него на службе, и чтобы этот чайный мастер не отличался от общей толпы, тоже одел его в самурайский костюм. И вот они благополучно дошли до селения, где жил его друг, и перед тем, как пойти уже в его дом, хозяин поручает чайному мастеру: иди на местный рынок, купи все, что необходимо тебе для чайной церемонии. Все, и, значит, встретимся у него дома. И чайный мастер побежал в костюме самурая. И вот по пути на этот рынок навстречу ему идет местный самурай. И чайный мастер, видимо, каким-то образом оскорбил его. Он ему не смог оказать достойного внимания, потому что не владел навыками, этикетом самураев и не смог высказать ему достойное уважение и приветствие. И самурая, местного самурая, это очень оскорбило. А тогда по одежде, как одевались самураи, можно было отличить, какому дому служит этот самурай. И он увидел, что это какой-то чужой самурай из чужого селения, тем более проявляет такое неуважение. И он вызывает его на поединок. На что чайный мастер взмолился, говорит: хорошо, я принимаю вас вызов, я вас обидел, я очень нечаянно вас оскорбил, не хотел, но тем не менее я понимаю, что вы не удовлетворены, вы хотите поединка, но я сейчас не могу, у меня есть обязательства перед моим хозяином, давайте с вами встретимся через 5 часов на этом месте. Я вам обещаю. Ну что ж, слово чести, самураи держат свое слово, на этом и порешили. Самурай ушел по своим делам, а чайный мастер поспешил быстрее домой, предварительно все купив на рынке. И приходит он в дом, значит, этого друга своего, на нем лица нет, и
Он рассказывает эту историю своему хозяину, самураю, говорит, так и так. Вот такая произошла ситуация, и через 5 часов я умру, потому что я никогда в жизни меч в руках не держал, и наверняка этот самурай меня убьет. И что же мне делать? И хозяин ему говорит, не отчаивайся, забудь, выкинь все из головы, продемонстрируй нам свое искусство, продемонстрируй искусство моему другу, всем гостям, которые собрались, и насладись этим искусством, потому что это твоя последняя чайная церемония в этой жизни. А после этого я научу тебя, как достойно принять смерть, как достойно умереть, как умирают самураи. Ну и эта мысль успокоила чайного мастера, и он действительно понял, что вот эти вот последние часы его жизни он может заняться своим любимым делом, то, чему он посвятил всю свою жизнь. И он настолько погрузился в этот процесс, он с таким наслаждением стал проводить эту чайную церемонию, потому что действительно наслаждался каждым моментом. Он понимал, что это его последняя возможность продемонстрировать свое искусство. И он провел такую шедевральную чайную церемонию, он приготовил такой замечательный чай, что все гости были в восторге от того, как он это сделал, и с каким вдохновением, с какой самоотдачей он проводил эту церемонию. И эти 5 часов пролетели очень быстро, и чайный мастер даже не успел уловить этот миг, как пролетели эти часы, и вот пришло время идти на эту встречу, и хозяин ему говорит, значит так, возьми мой меч, дал ему меч, иди на место встречи, обязательно перед поединком поклонись самураю, потом достань меч, подними над головой 2 руками, закрой глаза и представь, войди в то состояние, в котором ты был сейчас, когда ты готовил нам чайную церемонию. И тогда страх уйдет, и ты примешь смерть достойно. Вот такой совет дал ему хозяин, и чайный мастер действительно не хотел показать свою трусость, свою слабость, и он с благодарностью принял этот совет и пошел навстречу своей смерти. И вот ровно через 5 часов он приходит на место встречи, где уже нервно расхаживает самурай, в нетерпении побыстрее покончить с этим наглецом. И чайный мастер сделал ровно то, что сказал ему его хозяин. Он вежливо поклонился самураю, достал меч, поднял его высоко над головой и закрыл глаза. И он понял, что он проживает свои последние секунды в этой жизни, и он решил насладиться тем состоянием, в котором он был, когда он делает свое любимое дело, когда он готовит чай, выполняет эту чайную церемонию. И он настолько погрузился в это состояние, что даже потерял счет времени, сколько прошло секунд. И из оцепенения его вывел только звук падающего меча. И когда он открыл глаза, он увидел, как трусливо убегает вдаль этот самурай. Вот такая притча, ребята, вам на ночь. Жду ваших комментариев. Притча многослойная. Очень много в ней можно найти интересного смысла, глубокого смысла. Жду ваших трактовок. Ну и, конечно же, завтра, перед тем, как рассказав вам новую притчу, я поделюсь своим мнением, своей трактовкой этой притчи о чайном мастере и самурае. Спокойной ночи!